Два ножа, такие разные, имеющие столько общего. Все дело в том, что у них один автор. В ролике изрядно покритикую ножи, расскажу, почему они прекрасны и почему я бы их не купил. Наконец-то попали мне в руки концептуально свежие ножи от известного российского блогера. Как я уже не раз говорил, дизайнерские и авторские ножи – это всегда вкусовщина, но концепция этих ножей сильно выделяется. К примеру, Панамарь. Нож крупный, с очень тонким сведением, высокими спусками и потому шикарным резом. Настоящий резак размера XL. С точки зрения продуманности строя клинка, нож шикарный. Высокие спуски, линия реза слабо изогнутая дуга, острие клинка спущено вниз с характерными фасками. Клинок имеет сбалансированную толщину и хороший горб под палец, что дает хороший контроль реза и возможность комфортно изменить хват, надавив на клинок сверху. Стоит отметить и хорошее сведение клинка, и то, что в нем позаботились о удобстве заточки. У клинка есть плоская часть для удобства зажимания, и вся режущая кромка не ограничена тупьем, шпеньком и прочими преградами. Плюсом можно отнести и покрытие клинка. Это приятный Stone Wash или Black Wash. Покрытие, скрывающее мелкие царапины. В этом нет ничего уникального, но без этого покупать нож уже глупо. Тем более в стали D2. D2 сама по себе хорошая сталь. До тех пор, пока не попробуете порошковые стали. У меня к этой стали есть претензии. Во-первых, неполная коррозионная стойкость, легкая коррозия на таких клинках не редкость. Во-вторых, уже очень много компаний делают ножи из D2, и у всех закалка сильно отличается, поэтому, выбирая нож, сложно предсказать, как эта сталь будет себя вести и как она будет точиться. Заточка этой стали тоже может вызвать проблемы у неопытных пользователей. Сейчас с развитием инструментов для заточки все стало просто, но буквально 5-7 лет назад качественная и правильная заточка D2 была проблемой для многих. Второй нож сегодня Царап. Нож выглядит крупным, но уже значительно короче Панамаря, но не менее харизматичней. Имеет все те же плюсы геометрии, высокие спуски, тонкое сведение и хороший рез. Но линия режущей кромки теперь абсолютно прямая, что, конечно, придает свою специфику и отнимает универсальность. Но, тем не менее, имеет и ряд преимуществ, например, в резе на доске без протяга. Несмотря на такую геометрию, у клинка имеется острый угол. Хоть и сложно эту часть назвать острием клинка, но он может выполнять все те же задачи, что и нож в классической геометрии. К сомнительным плюсам этих ножей можно отнести очень тонкое сведение кончиков клинков. Благодаря этому мы получаем хороший рез по всей длине режущей кромки, но сильно теряем в стабильности кончика ножа. Такой геометрией уже не поковырять доски, обломать носик ножу элементарно просто. Что еще можно сказать? Клипса на ножах крупная, фирменная, удобная. Рукояти тоже крупные, явно делались под руку автора дизайна. В мою руку ножи ложатся, но какого-то особого комфорта я не чувствую. А вот профилированные и приталенные рукояти очень хорошо, такое редко встретишь даже у топовых производителей. Вот теперь можно со спокойной душой перейти к критике. Сам Алексей лихо показывает множество способов открытия своего ножа Панамарь. Я тоже так пробовал, но безуспешно. Поймите меня правильно, может, конечно, руки у меня кривые или с ножами я мало общаюсь, но я считаю, что нож должен открываться комфортно и привычно, и не через превозмогание и фокусы. И практика показывает, что нож, который легко открыть и легче продать, потому что человеку, даже далекому от ножевой темы, им легче пользоваться. Виной этой проблемы ножа вижу в первую очередь компромиссный вариант подпальцевой выемки на клинке, предназначенной для открывания. Это не шпинек и не отверстие, а небольшое углубление, так сказать, промежуточный компромисс. Такое решение можно оправдать тем, что шпинек может мешать заточке ножа, он сокращает эффективную длину режущей кромки. Но выбранное решение для меня оказалось не очень удобным, и харизматичным его, как у спайдерки, я тоже назвать не могу. Второй важный аспект, почему нож некомфортно открывать, это маленький шарик на лайнере.
Многие могут и не подозревать о такой детали, но именно она определяет надежность удержания клинка в закрытом состоянии. Так вот, именно этот шарик, как он расположен, как глубоко посажен, и определяет то усилие, которое вы прилагаете для начала движения клинка из сложенного в открытое состояние. Именно умение правильно рассчитать размер рычага и место расположения осей сил и определяет высококлассный инженеринг ножа от просто хорошего. В итоге не один день крутил и открывал этот нож, и если вдруг меня услышат люди, причастные к производству этого ножа, сделайте из него флиппер. Тем более, что для этого в конструкции ножа уже все есть. Царап, кстати, в этом плане выполнен лучше. Он имеет немного другое расположение выштамповки для открывания клинка. Для комфортного зацепа рукоять царапа не препятствует, и плавность хода клинка заметно выше. И еще, если пристально всмотреться на эту деталь, то внутренняя фаска и углубление сделаны по-разному. На царапе она явно глубже. Плавно переходим к внутренностям. Оба ножа имеют подшипники, крупный осевой винт со шлифом под плоскую отвертку. И казалось бы, круто, удобно и практично. Но дело в том, что подшипники – это вам не второпластовые шайбы, на которых осевой винт надо регулировать регулярно. В конструкции с подшипником осевой винт должен быть отрегулирован раз и навсегда. Тогда механизм будет работать хорошо и долго. И главное разочарование и боль. Лайнеры на ноже сделаны очень просто. Конечно, свою функцию они выполняют как надо. Но на них нет фасок, обработка наспех. Из чего сделаны, непонятно. На Панамаре на лайнерах уже пошел питинг. Время, конечно, покажет, как надолго хватит таких лайнеров, сотрется ли замок о пятку клинка или нет. Плашки рукоятей на обоих ножах выполнены из G10, но на Панамаре имеют фактуру битый камень. Нож в черном исполнении выглядит потрясающе, как кусок обсидианта. Но когда берешь в руки, чувствуешь какой-то обман. Пахнет дешевизной и пустотелым пластиком. Как ни пытался отогнать от себя это первое впечатление, но оно теперь у меня уже в голове. И в завершении, что меня бесит в ножах, носящих гордое название дизайнерские. Это вот это углубление на плашках под клипс. Господа, никто давно не перекручивает клипсы, чаще их вообще скручивают и все. А эта ненужная деталь портит внешний вид. Подводя итог своему субъективному мнению, концептуально эти ножи шедевры, как для российского рынка, так и для мирового. Но техническое исполнение, как всегда, подкачало. Я не думаю, что главная проблема этого, что ножи производятся в России. Скорее, проблема в их позиционировании. Так сказать, они не попали в сегмент. Из сегмента доступных и популярных их выбивает цена, а до сегмента премиум они не дотягивают по качеству. Тем не менее, для российского рынка с ценой под $100 нож не станет массовым, тем более уступая культуре производства даже более дешевым китайцам. Наличие кейса для ножа в стандартной комплектации – прикольная вещь, которая добавляет еще несколько сотен рублей к цене и так недешевого ножа. Так что не знаю, что сказать. Нож интересный по всем параметрам, но беря его в руки, восторг как-то пропадает. И это очень печально. В общем, лично я жду лимитку в размере 2/3 с флиппером, клинком из порошковой стали и накладками из чего-нибудь поинтереснее. Одним словом, самый жир. И да, каждый из этих ножей имеет свою нескладную версию. Панамаря в руках не держал, а вот царапа первых выпусков покрутил. Несмотря на детские болезни, которые потом решили, нож оставляет куда более приятное впечатление, чем складник. И в завершении спасибо тем, кто досмотрел ролик до конца. Лайки, подписки, ваше мнение в комментариях очень важны для меня. Также в описании почти ко всем роликам на канале появились полезные ссылки для тех, кто меня постоянно спрашивал, где купить. И еще не забываем, что у нас есть группа ВК и Инстаграм.